Gerbėjai žiūrovai, man pasisekė kaip aklai vištai grūdas. Sutikau nuostabų žmogų, nuostabi asmenybė. Ir manau, kad pirmas būsiu žurnalistas iš Europos, bent iš Lietuvos, tai tikrai suradęs šį puikų Juodbruvą kvartelą, kuris žino tokių paslapčių, kuriam kiekvienam iš mūsų plaukai pasistotų. Tai aš kalbuosiu dabar su Michailu Baturinu, kuris yra steigėjas padalinio kvartelų Sarangi, o dabar vadovauja centrui Kafkas žvalgybai. O svarbiausia, kad prieš tai buvo iš trečiojo Gruzijos prezidento Michailo Saakašvilio asmens sargybinis ir draugas, bendražygis ir visuomet jį palaikantis. Сейчас я вас так эмоционально представил нашим литовским зрителям и рассказал, что вы основатели боевой тактической группы Саранги. Сейчас вы являетесь начальником разведывательной службы этого политического центра, но в основном я делаю акцент, что вы был тенью третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Не каждому журналисту на земле появилась такая возможность поговорить с вами и узнать. Ведь сколько мы видели на телевизии Михаила Саакашвили, он был предстоящим оратором, был ярким человеком. А вы, на ваших глазах все это произошло. Если я был тот человек, который первый раз встретил, так и есть по-настоящему, но не в двух словах, сколько вы лет были рядом с президентом Грузии Михаилом Саакашвили? И какие человеческие черты вам запомнились об этом человеке? Мои наилучшие пожелания народу Литвы. Это братский народ для Грузии. Мы так считаем испокон веков, и события, которые произошли в Грузии и в Литве после распада Советского Союза, они идентичны. Мы два народа, которые стремимся к свободе. События в 80-м году в Грузии, 9 апреля в Вильнюсе в 91 году. Война в Грузии в 2008 году, и представители Литвы были и защищали собой. Мы это очень ценим и очень благодарны и тем президентам, которые были в 2008 году в Грузии во время войны и помогали нам. Это мое почтение и мои наилучшие пожелания. С Михаилом Николозовичем Саакашвили я 2003 года, 30 ноября, это после революции, рос, успешной, которая дала прогресс Грузии и быстрое развитие и стремление к европейским ценностям, ценностям цивилизованного мира. Какие черты вам? Ведь, представляете, до этого вы не были знакомы, да? Нет, до 2003 года нет, не были знакомы. Да. А как так очутилось, что вы
случилось, что вы стали рядом? Но... Ведь, знаете, в толпе много людей. И вы оказались рядом, и потом переросли якобы члена семьи. Да? Как это все, процесс какой-то был? Ну, на все Божья воля. Да, на все Божья воля, да. Ну, я был офицером спецслужбы Грузии, и когда Михаил Николаевич Саакашвили стал кандидатом в президенты Грузии, мне было поручено как из одного из офицеров спецслужбы, получена была охрана кандидата в президенты Грузии Михаила Николаевича Саакашвили. С этого все и началось. И, скажем, вы как часто общались с ним? Очень часто. Очень часто, да? Вы тогда знаете про все про нем. Как вы человек, вот, скажем, нужно было нарисовать на портрет его, не на стене, но психологические. Какие вы черты взяли под, скажем, под основу этого человека? В первую очередь, борец за справедливость и человек, который не терпит лицемерия, ложи, несправедливости. Большой патриот своей страны и идеи справедливости. Он не терпел никогда несправедливости и защищал справедливость везде, где только мог. И не имело значения, это справедливость Грузии или выходили за пределы грузинского государства. Мы также помним его речь в 2011 году на заседании ООН, когда он объявил, что нет Южного и Северного Кавказа, Кавказ единый, и Кавказ будет свободным. Он был за справедливость, есть за справедливость. Никогда не пойдет на компромисс с своей совестью и этим принципом борьбы за свободу и справедливость. В медиа прозвучала такая цитата, не знаю, ли он правильно и сказал, но однажды при тревоге якобы Михаил Саакашвили сказал, что после каких-то фактов он может съесть свой галстук. Это, или может это шутка, или это выдумали журналисты, или примерно что-то случилось подобным этому. Я понимаю, о чем вы говорите. Эти кадры пробежались по телевидению, когда он давал интервью. Это 2008 год, полномасштабная война, когда Россия напала на Грузию. Зайдя в кабинет и готовясь к интервью, он, думая, он очень гениальный человек и очень много думает и рассматривает всякие, моделирует ситуации. И, конечно же, в этот момент все его мысли были на линии фронта, где российские оккупационные агрессивные войска бомбили наших мирных жителей и убивали их. И в этот момент он просто взял свой галстук и, задумавшись о вот этой всей ситуации, и это журналисты подхватили, конечно, и начали полностью переделывать и стараться как-то преподнести, что вот это какой-то такой поступок и что такое. Но это все низко. Мы все люди, мы все понимаем, что в такой ситуации, когда ситуация напряженная, и понятно, что каждый из нас может сделать какое-то такое действие, в этом ничего не позорного, ничего нет. А это все показывает о низости вот этой русской пропаганды, да? Которая старается как-то наставить свой русский мир. А концепция русского мира – это не сделать то, чтобы они жили лучше бы, чем кто-то.
Концепция русского мира заключается в том, чтобы сделать так, что все жили бы хуже, чем они. Страна, находящаяся в регрессе, хочет, чтобы все вокруг были еще хуже, чем они. Наверное, это зависть. Еще быстрее. Да, это одна из причин того, что Грузия во времена правления третьего президента Грузии Михаила Николаевича Саакашвили получила быстрый экономический рост, направление к цивилизованному миру европейскому, мы стали независимыми. И, конечно же, это не шло в концепцию русского мира. Но один из основных факторов нападения России тогда на Грузию, подлого нападения в день Олимпиады, это 7 августа, когда было начало Олимпиады. Ну, понятно, как они всегда это везде делают. А вторым тоже немаловажным фактором нападения России на Грузию это то, что они испытали действия мирового сообщества в этой ситуации. На маленькой Грузии, проявив агрессию, угнетение, оккупации, они посмотрели на действия мирового сообщества. И, к нашему великому сожалению, мировое сообщество тогда не смогло поставить Россию на место. И они поняли, что это у них проходит, и появилась агрессия в 2014 году в Украине. И в 2022 году тоже. Это их стратегия, они по чуть-чуть двигаются, выступают своими какими-то, моделируют ситуации. И сейчас, слава богу, европейское сообщество понимает, и Михаил Николаевич Саакашвили тогда предупреждал за много месяцев до начала войны в Грузии и мировое сообщество. И за несколько недель он работал и говорил и старался достучаться, что Россия собирается напасть полномасштабно на Грузию. Но, к сожалению, тогда его никто не слушал. Я хотел более, если можете, если вам позволяет, всякие тайны. Я знаю, что специальные органы или специальные люди, как вы, склонны хранить тайны. Но если можно. Было покушение на Саакашвили. Да? Я пропущу этот разговор. Да, вы это ваше право. Я ценю ваше право. Михаил Саакашвили вернулся в Грузию. Значит, Саакашвили. Многие предупреждали его. Если он вернется, может против него возбудит уголовное преследование. Но он все-таки вернулся. Какая цель была у него, рискуя свою жизнь? Я в начале нашего разговора, когда вы спросили о характере Михаила Николаевича Саакашвили, я сказал, что он не пойдет на компромисс с совестью, которая является борьбой за свободу. Он сделал этот шаг для того, чтобы Грузию спасти от той ситуации, которая находится в Грузии сейчас. Ситуация в Грузии плачевная, потому что так называемое правительство, это грузинской мечты, она не является правительством Грузии, она является российской администрацией Грузии, которая исполняет волю Кремля в точности с директивами Кремля. И одним из факторов, конечно, это борьба, это патриотизм, это то, что он понимал, насколько ситуация опасная для Грузии, потому что Россия старается ассимилировать нас. И эта война не началась ни в 1991 году, ни в 2008 в Грузии. Мы воюем с ними уже 300 лет. И 300 лет воюет не только Грузия, но и весь Кавказ. И, к сожалению, многие республики Кавказа находятся в угнетении и оккупации России. И полностью стараются уничтожить историю, культуру,
язык у этих народов, ассимилировать их. Чтобы это не произошло с Грузией, потому он принял такой поступок. Конечно же, я понимаю, что очень много интереса и со стороны наших друзей в Литве, и во всем регионе, и в Европе. Нельзя отметить Польшу тоже, которая очень сильно поддерживает нас, ну и, конечно же, Украина. Однако, даст Бог, скоро он сам ответит на эти все вопросы, которые интересуют. Но что касается возбуждения уголовного дела, я хочу небольшой такой факт сказать, что против Михаила дело возбудил генеральный прокурор Парцхаладзе, его фамилия, бывшая такая. Это, почему говорю бывшая, вы, зрители, поймут. Он возбудил все дела против Михаила Николозовича Саакашвили. Сейчас Личную месть? Нет. Сейчас он проживает в России. После того, как ФБР достоверные данные дала, что он является шпионом и агентом Российской Федерации, и санкционировали его, он сбежал в Россию. И Россия наградила его фамилией Романовых. В этом, я думаю, по всем уголовным делам, которые преследования ведутся, в кавычках, против Михаила Николаевича, я уголовные в кавычках говорю, потому что это все фальсифицировано. И фальсифицировано генеральным прокурором, который уже был Парцхаладзе, стал Романов, является агентом и шпионом Российской Федерации. Мы говорили про вашего, скажем, босса. Ну, в хорошем смысле. Он не любил, когда его так называли. Не любил. Но его сейчас нету, можем так мило называть. А я ничего не знаю про вас. И наши зрители тоже не знают про вас. Если можно. Какая жизненный путь сложился у вас, и вы очутились здесь, в Украине, а в Грузии, Саакашвили, наверное, остались ваши родственники, близкие, не близкие. Как вы сам по себе чувствуете перелом вашей жизни? Ведь вы на данный момент вдали от Родины. Ни один из грузинских бойцов, находящихся сейчас в Украине, не чувствует себя далеко от Родины, потому что Родина в его сердце. И воюя здесь и помогая Украине, нашим братьям, побратимам, мы понимаем, что это война за свободу Грузии. Сейчас Украина воюет не только за свою свободу. И мы воюем не только за свободу Украины или за свободу Грузии и Кавказа. Мы воюем за свободу всего цивилизованного мира против угнетателя, против агрессора. Это война добра со злом. А путь к свободе и война со злом не была никогда легкой. Мы это понимаем, осознаем. Это наш долг. Пусть Всевышний нам поможет. Мы не хотим перекладывать это на плечи наших детей. Но силы добра, с позволения Всевышнего, всегда побеждают. Потому что, когда Бог с тобой, неважно, кто против тебя. А вы, вот я повторюсь несколько, что я сказал. Вы не боитесь за ваших близких, которые остались в Саакашвили? Знаете, конечно, каждый из нас переживает за состояние своей семьи. Однако, как сказать правильно, да, мы любим нашу семью, но нашу родину мы любим больше. И если нам не удастся устоять, то понятно, что это проблематично будет не только для наших семей, но и для всех семей, наших друзей, побратимов и так далее. И я приведу здесь слова первого президента
Ичкерии Джахара Дудаева сказал, что за трусость своих отцов платят дети рабством. Мы не хотим, чтобы наши дети были рабами, а также не хотим, чтобы нищие дети не были рабами. Бог создал нас всех свободными людьми, и мы должны стремиться к тому, чтобы не дать возможность угнетателю угнетать кого бы либо. Тем более нашу родину, наши семьи и наших побратимов, а также и всех людей, которые стоят на стороне добра. Спасибо вам за открытые, сердечные слова. И пожелаю, чтобы вы дожили до тех времен, когда Кавказ и Саакартвел будет свободная, процветающая страна. Мы все приедем, не боясь, что кто-то из угла с танка или какого другого орудия постреляет в нас. Спасибо вам за то, что вы делаете, потому что нужно говорить об этом. И народ должен слышать. Да. И народ должен знать. Да, спасибо вам. Спасибо вам.